Привет, всем добрый день. Я уже вернулась с работы, помылась, и мне нужно срочно после сегодняшней работы нужно обязательно заниматься лицом. У меня опять стали какие-то штуки высыпать на лице, потому что грязь все равно, тем более когда форсунки делаешь, все летит. Обязательно у меня с утра был уход, и сейчас все равно уже вторичный. У меня уже Варюшка вернулась домой, и мы с ней дома, в общем. Я сейчас умоюсь, пойду делать салатик, спрошу, будет ли она кушать. Ой, сейчас вы упадете, потому что она, не знаю, что она будет есть. У нас есть макароны, курица. Вот я хочу салат с курицей, как раз как вчера делала. Точно такой же салат и хочу. Хочу печень еще купить. Причем печень хочу, знаете, прям как печень приготовить. В соусе, в таком. Вот прям хочется мне. Но дети у меня такое не едят. Оладьи хотя бы они едят. И это радует. И оладьи очень удобно в плане того, что оладьи, ты поел оладьи, тебе надоели, ты сделал салат. Ну, как бы практичность. Вот, в этом плане мне оно нравится. Вот, у нас еще сырники есть, еще 2 чебурека, потому что я их отложила и надо отдать девчонкам. Вчера они что-то спрашивали. В общем, не пригодились они никуда. У нас отменили одну репетицию, зато вторая репетиция будет не куда мы ходим, где я тренируюсь, а будет в Доме культуры, в общем. А это очень стрёмно. Мне просто надо будет час сидеть. Я так не люблю. Я хотела сегодня на тренировку. Получается, у меня эта неделя будет, походу, бестренировочная. Потому что в четверг, скорее всего, она тоже поставит в ДК. Видите, у меня как кожа реагирует. Это я просто моюсь горячей водой. Я обожаю постоять под кипяточком. Все же говорят, не зря женщины любят горячую воду. Потому что они из ада. Привыкли к своей среде. Ой, кайф такой. Такой кайф, когда лицо все увлажнено. Плюс я сейчас еще кремушек нанесу под глаза. Сейчас маленько впитается. Мне очень нравится мой крем. Под глаза это самая офигенная штука. Потому что я... Тогда морщин меньше становится. Вы щуритесь, заломов нет. Кожа более увлажнена и таких заломов нету. Ну, как я на себе ощущаю, я вот так делаю утром. Ну, вот когда на работе в обед получается. Сейчас у меня будет светомузыка. У меня опять барахлит мой светильник дурацкий. Его ровно на год хватает. И все. Блин, у меня еще что-то здесь ободрано. И я крем наношу и прям жгет. В общем, крем увлажняет. Мне нравится. Я его делаю утром, вообще и вечером. Но если я на работе, то еще и в обед. Можно массажик поделать, мышцы расслаблять. Я просто нашла свои фотки 3 года, 4 года назад. И у меня тут вообще капец какие были заломы. Если бы я не занималась лицом, сейчас бы, наверное, было еще хуже. Сейчас пойдем отсюда, потому что он меня раздражает. Причем самый прикол, что сгорает, вот сейчас испортился не сам светильник. Светильник в прекрасном состоянии. Испортился у него такой... Я не знаю, как это называется. Такая штучка, через что он подсоединяется к проводам. Блочок такой. Не знаю, как он, блок питания. Ну, в общем, переходной. Вот, сейчас покажу на примере. Вот есть, допустим, у меня... Блин, включи меня. Вот, соединяет и блок питания. Ну и вот у светильника такая же штука есть. И портится именно она. Потому что этот раз я купила светильник, он у меня новый лежит. А вот этот отдельно блочок, он не продается. Может, где-то на Озоне поискать, но надо его тогда снять светильник и посмотреть, какой он именно. Потому что, ну, блин, смысл менять светильник, я говорю, у меня прям новый лежит. Потому что я не стала его менять. Я проверила светильник, он у меня работал. И, короче, поменяла этот блочок, все прекрасно стало работать. Вот что-то с ним случается, он сначала вот так мигает, мигает, мигает. Он сначала редко мигает, он нагреется, мигает, получается. Вот. Потом он
остывает, перестает мигать, долго в ванной находишься, он опять мигает. Потом он вообще постоянно только включил, он уже мигает, а потом просто перегорает. Вот. Такие вот дела. Я сегодня с утра заваривала черный чай. Господи, как я поняла, что я не люблю черный чай. Он очень вкусный, какой-то королевский пирог, но за счет того, что он черный, мне кажется, это вообще, это очень мне невкусно, мне горько. Не знаю, мама мне дала чай какой-то, и мы сейчас с папой ехали, он в машине прям пахнет какими-то ягодками. Зеленый чай, не знаю с чем. Тут, короче, ромашка и шиповник. Ну, шиповник точно вижу. Ну, может, там еще что-то добавлено. У меня есть сушеные мандаринки. Я мандарины ем. И вот у меня вот здесь такое лежбище легкое. Вот оно. Я все время в другую сторону. Вот оно. В общем, так что у меня есть чем заваривать. Я хочу тут бутылку выбросить. Но Варвара сказала оставить для РДК. Я говорю, у нас же есть бутылка. И вот она стоит, мне глаза мозолит. Я уже ее везде уже поубирала. В мусорку надо убрать, и Варя про нее забудет. Я частенько так делаю. Только, знаете, лайфхак. Вот, точнее, не лайфхак. Я не знаю, как это работает. В общем, ей не надо эта вещь. Не нужна она ей. И я знаю, ну, я так думаю, да, что она ей не нужна. Но только ты выкидываешь в этот момент, буквально через 10-15 минут, она про нее вспоминает. Я не знаю, блин, как это работает. Но вот так это всегда происходит. И даже когда у нее в комнате убираюсь, что-нибудь выкину, ну, думаешь, блин, это не нужно. Ну, в этот же день она обязательно вспомнит про эту вещь. Хотя до этого она могла вообще полгода даже не вспоминать про это. Подскажите, как это работает? У нее чуйка, у нее, наверное, интуиция так. Я давно не брала красный непишущий фломастер. Угу. Я его выкинула, а она сразу про него вспомнила. Что у нас сегодня новый тренд? Нет, мы прикалывались, да, как лыжники. Бабульки? Да, бабушечки почему-то. Спасибо. У нас просто 0 градусов, и я решила идти в шапке. Нафиг, нафиг. Там хоть и солнышко светит, вот кто-то с голыми ляхами идет. Ну, я что-то не очень хочу болеть. Поэтому мы нормально оделись. Адекватно. Температуре. Ой, трепушка, трепушка. А вы еще видео не снимаете? Когда? Это даже не обсуждается. Просто либо перед, если успеете. Да перед мы не успеем. Так, Варварка оттанцевала, сейчас будем снимать ее танцы. 3 раза, А потом домой. ничего не делали. Да. Так что сейчас она будет сама танцевать, а я буду снимать. Я теперь в роли оператора. Ну да, она у нас оператор. Я точно включила. Так, включила? Да. Можешь покривляться. Ты забыла? А, еще не началось? Мы вернулись домой. Какой на улице холод. У нас кошка, смотрите, чисто. Никто меня не гладит. Сяду рядом с утюгом, может он погладит. И Ника прибежала сразу прибежала, скажи, меня поснимайте, я же тоже давно уже с вами тут. Ты меня сейчас лизнешь. Ты же меня лизнешь. Не надо, я же не вкусный. Вот как поест корм свой мокрый, вот так вот вся мокрая, как будто ныряет в эти чашки. И ныряешь в чашки. В общем, план мой пока не удался. Я не знаю, если есть в пятерочке, которая на комете у нас, в центре, если там есть булки, то мне привезут. Если нет, то я купила другие. В общем, я взяла вот такие. Нету вкусных булок. Я именно с этими хотела. Они супер. Слушайте звук. Гремишь, что ли? Булкаешь?
В общем, они очень вкусные. Я взяла 2 упаковки. Не знаю, получится ли хот-дог или это будет бургер. В общем, корейская морковь. 2 упаковки сосисок вот таких вкусные. Мне вот эти больше всего нравятся. Самые адекватные. Потом шоколадки взяли. Как всегда, я что-то захотела тоже шоколадку. Взяла себе пористый. Яйцо. И сейчас будет то, за что мама посмотрит мой влог и будет меня отчитывать. Мамочка, прости, пожалуйста, но они были нужны прямо сегодня. Я, короче, отказалась у нее. Она мне предлагала недавно огурцы. Она говорит, возьми огурцы, вдруг что-то будете делать. Я говорю, да не, мне не надо. Я все хочу солянку сварить. В итоге, сегодня захотела, я хочу прям хот-дог с огурчиками и с корейской морковкой. Я взяла огурцы. Я надеюсь, она иногда там проматывает, и надеюсь, она не увидит. Ну вот. Я 100 лет, кстати, не покупных огурцов не ела. Но вот эти вроде самые вкусные. Вот их опасно открывать, потому что дети могут попробовать, и они кончатся до того, как мы все сделаем. Сейчас я вас вот сюда поставлю. Варюшка, в общем, мы снимали, как Варюшка танцует. Смотрите, какие масенькие. Я так замерзла. Я пришла, выпила витамин С, у меня еще в носу все дерет. Я еще хорошо шапку надела, куртку теплую надела. Я даже ни разу не пожалела. В очках так, кстати, кайфово прям. Я как эта горнолыжница. Они с уксусом. И вкус вообще другой. Мама сейчас с уксусом, по-моему, не делает. Вроде все с лимонкой. Но они вообще не хрустят. Они кислые. Интересный вкус, но они вообще не хрустящие. Старые. Как дядя Ваня. Кстати, старые. Я ни разу не смотрела. Не посмотрела у них этот. Тут даже где-то срок годности вообще нету. Дядя Ваня, дядя Ваня. Основан в 1999 году. Срок годности 3 года. А где? А, нету. В общем, нету. Ладно, надо убрать их в холодильник, чтобы они были холодненькие. Я вообще хотела прям, знаете, хот-доги сделать, как я делала, в духовочку поставить. У нас тем более сыр вкусный есть. Чеддер у нас есть. И такой сыр есть. Прям хочу, чтобы они прям такие вкусные хот-доги сделать. Чеддер туда положить, чтобы он запекся. Потом сверху посыпать таким сырком. Короче, у меня фантазии на этот хот-дог очень такие грандиозные. Надеюсь, булка есть. Я попросила, чтобы посмотрели в другой пятерочке. Но не знаю. Пока еще сообщений не было. Пока вот только эти булки. Ты ко мне хочешь? Ты ко мне хочешь? Булки, кстати, эти, цена какая-то вообще нереальная. Я не знаю, за 3 булки ты, получается, отдаешь 129 рублей. Да охренеть. Вообще вот этот американские хлеба вот эти. Есть тостовые еще, тоже, который Варюха у меня любит. Тут 100 рублей стоит такой вот. Там он пахнет, вот мне, если честно, если его не поджарить, он пахнет как будто уксусом. Вот. А так они очень вкусные. Там, видать, какая-то добавка есть. Потому что хлеб не может быть таким вкусным. Вот. Вот-вот. А в это воскресенье у нас вербное. Ой, какой хорошенький собачка. Мы сейчас опять встретили ту коричневую, которую я тебе говорила, пуделька. Так пудель мне нравится. Вообще он такой красивый, мы его опять встретили. Кого? Я убрала в холодильник, чтобы холодные были. Я забыла, про что я рассказывала. В воскресенье вербное, а там уже Пасха, и надо на Пасху придумать какой-то супер вкусный кулич, чтобы он был небольшой и очень вкусный. Чтобы не тесто, я не люблю это хлеб есть, на котором сверху вот эта помазана штучка. Ну и чё? Меня вот разъедают. Ты с уксусом давно не ел? Ну, в общем, хочу сделать. Я хочу, наверное, как и я в прошлом году крафт эти делала, только маленький один сделать. Мне не нравится. Это прям Пасха. Ну, можно попробовать? Хочешь, можешь попробовать сделать. Я хочу вот этот. Помнишь, я скручивала? Сделала, в общем, делаете тесто.
а на него какую-то помазку, либо посыпку, потом он сворачивается, так скручивается, и он получается как закрученный много, помнишь? Хотела тебе показать такое, хотела себе сделать. Мы в прошлом году делали такой. И вот мне со сгущенкой с вареной больше всего понравился. Потому что девчонки у меня не любят изюм, я люблю с изюмом. Очень люблю. С курагой, с изюмом, вот это все. Но так как девочки у меня не очень любят, ну, в смысле, Алена не любит, по-моему, да? Ты не любишь? Варька же ест изюм. Спасибо. Ну, в общем, можно еще, конечно, с маком, но мак я не умею так вот готовить, как вот его правильно там надо варить, чтобы он был супер вкусный. Поэтому я делала вот со сгущенкой. Надо найти какое-то суперское тесто, чтобы оно было прям как пушочек, нежненькое. В общем, привезли мне булки. Я уже поставила варить сосиски. У меня сегодня чуть-чуть другой план по приготовлению. Не хочу я включать духовку, если честно. Она так плохо работает, что я ее буду 300 лет ждать. Я, в общем, решила. Булочки, наверное, сейчас подогрею. Положим туда сырочек. Засыпем сырочком. Все, это, короче, соберу так. Сосиски отварные, тем более. Это очень... Вот этот хлеб. Это просто очень вкусный хлеб. Обалденный хлебушек. Кто-то мне опять пишет. Так, только вот он, единственное, если вот так раскрывать совсем, он такой раз и развалился. Ну, совсем раскрывать не будем. Мы сейчас его сделаем. Потом соус я хочу сделать себе кетчуп, майонез и горчицу. Я сегодня смотрела, но не нашла. Есть очень вкусный кетчуп для бургеров. Я почему-то захотела его. Вот он у меня есть, от него упаковка. Вот такой вот он вкусный. А, он соус для шаурмы. Вот эти вот именно соусы. Но в пятерочке я не нашла эти соусы. Так, огурчик. Сейчас мы сначала погреем наш хлебушек вот с таким сырком. Нам нужно это. Это корейская морковка и обычный сыр. Потом в конце я положу туда сосиску, еще вот этого сыра натру. Или может этот уже не надо сыр? Нет, надо. Маленечко я натру, он нужен. Мне еще горчичка будет, так что будет очень вкусненький бургер. Вот этот сыр расплавляется, и он просто дает очень классный вкус. Кто не пробовал его именно в расплавленном виде, он так плавленый. Но вот когда его во что-то горячее добавляешь, он прям, не знаю, мне прям очень нравится. Так, сейчас мы ложим сюда на нашу бульку. Вот так разделила и вдоль булки положу. Алена, я тебе делаю точно такой же, как себе. Ну, без горчицы соуса я пока еще не делаю. Тебе с морковкой? Ну ладно, твои будут немножко морковки. Так, это мы сейчас сначала вот так подогреем. Сейчас я покажу, что тут сосиски уже почти доварились. Так, подогреваем. Было варварки сразу. Будет она есть, нет, потому что наши хот-доги опять приготовятся, а она будет... В общем, вот так просто положила и в микроволновку, ну, я думаю, секунд на 30 это не хватит. А потом, да, и включила на минуту. Ну, ладно. Сосиски уже готовы. Сейчас мы с вами их достанем. Будет очень... Я вам еще покажу шок-контент, как я вышла за хлебом. Это только я могу так выйти за хлебом. Ой, мы, видимо, кто-то кастрюлю плохо после рамена помыл. Красные эти плавают маленько. Давно рамен не ели. Так, и сосиски наши. Что нам? Так, тут все готово. Так, теперь нам нужно подготовить огурчики. Ну, огурчики, в принципе, что их готовить? Мы их сейчас пополам просто вдоль разрежем. И будет красота. Что? Я знаю, что... А что у тебя под глазом? Синяк какой-то. Под одним. Под левым. Да. В общем, просто вдоль. Вот так нарезаем. Неудобно камеру. Варька утащила мне этот штатив. Ну, в общем, мамочка, не обижайся. Мы возьмем у тебя огурцов 100%. Они не такие вкусные. Мы отвыкли уже от уксусных огурцов. Мне они абсолютно не такие вкусные. Мне кажется, обычные намного вкуснее.
Так, тут у нас готово. Это у нас готово. Сейчас возьму еще одну тарелочку. И в другую тарелочку все то же самое повторяем. Спроси у Вареньки, будет она кушать, нет? Сыр сюда. Она у нас хот-доги не будет, может она бургер будет. Я же хлеб-то на бургер теперь, получается, тоже взяла. У нас есть макарошки и курица. Макароны – Варина любимая еда. Вот что ни говори, кто бы ни говорил, что ой, детей одними макаронами. У меня ребенок 10 лет, и она любит больше всего макароны. И картошку фри. Все, сам... Чё? Да, ну я про чипсы не говорю, я именно из еды таких, что можно на картошку фри-то. Не чипс. Что она сказала? Нет, не будет. Мы будем одни. Сейчас люлей получит и будет. Ну что, кто ее будет еще рассказывать? Так, подогреваем. Можно. Все можно. Но я же не пойду ее избивать. Я ее поругаю. Потому что, получается, мы сейчас поедим, а она у нас... Ой, я хочу сосиски. Прям, наверное, я их разрежу. А она будет у нас... потом ходить и искать горячие, чтобы ей такое съесть. Ну, вот я вот это не люблю. Надо, я тем более люблю. Я очень часто ем одна. Я вообще люблю с кем-то кушать. Я вот утром очень часто ем одна. Ну, как очень часто? Почти всегда. Ну, в выходные мы вместе кушаем, как бы. И возможность, да, вдвоем. И возможность поесть с детьми, не знаю, мне прям кайф. Я люблю это. Мне интереснее поесть с ними. А Варька, например, любит. Телефончик взял. Все, зачем тебе кто-то за столом еще? Так, сейчас я возьму камеру и покажу, как я тут собираю. Мне кажется, все так делают. Но единственное, мне нравится в духовке из-за того, что у хлебушка такая корочка появляется. Прикольная. Но тут ее не будет. Немножко корейской морковки. Немножко корейцев. Корейцы в шоке, что у нас есть такая корейская морковка, конечно. Так. Я, главное, не попробовала. Остренькая. Хорошенькая. Так, сейчас сырочек сюда сыранем. И я покажу, как это будет выглядеть. Это на следующий. Так, я, наверное, терку достану. У Варварки заболела учительница. Я не знаю, как мы будем справляться. Ну, у нее вторая смена. А у нас все кружки со второй смены. Сим-сим. Открыть микроволновку, чтобы она не пищала. И я не знаю, как мы будем справляться с этой ситуацией. У нас, получается, нужно плюс еще танцы. Ой, танцы, английский. Завтра вокал мы пропускаем, потому что у нее уроки начинаются ровно тогда, когда начинается вокал. Это так замечательно. Надо написать учительнице, чтобы она нас завтра не ждала. Так, сейчас я посыплю. Блин, я вот не знаю, надо быть мне еще, нет. Посыпаем сырочком чуть-чуть. Тут тоже посыпаем. И сейчас микроволновку еще раз. Так, смотрите, что получилось. Какая красота у нас получилась. Тут я сразу огурчик, все положила. Сейчас еще раз надо, чтобы чуть-чуть сыр подплавился. И все. Ну, сейчас точно 30 секунд. И уже соусами поливаем и кушаем. Аленка кричит, смотрите, какой у нас получился у Алены то же самое, только без горчицы. Варвару дождаться не можем, она там он загорает на полу под моей лампой кольцевой. О, кстати, да, я вышла за хлебом, да, и вернулась вот с чем. У меня теперь есть вот такая вот Ника. Ника 9. Ника, ты что ли? Скажи. Ника! Ну, в общем, у меня теперь есть вот такая гладильная доска, надо ее разобрать. Попробовать, она даже с розеткой. Ага. Он даже вот с такой розеточкой там, чтобы прям суперски гладить. Теперь не отмажешься, что у меня уже второй месяц на балконе висят
Тюль висит. Где она там? Блин, не фокусируется. Короче, она там висит, сохнет уже второй месяц. Вон она. Вот. Теперь не отмажешься, будешь ее гладить. Распаковка от Алены. Взгляд орла. Алена сейчас спросила, зачем нам это? Думаю, действительно. Не спрашивала, зачем. А кто спросил, Варька? Варя. Я почему-то подумала, что это ты спросил. Думаю, действительно. Ну, да, оторви, чтобы там не осталось этих штучек. Как ты так оторвала? Бля. Все, не трогай, я даже сама оторву. Чтобы не осталось. Мне надо. Мне надо, чтобы там не осталось полоски. Ладно, давай. Дальше. Работай, негра. Слышь, черный. Кто черный? Ты черный. Почему это я черный? Я так сказала. Агрессивный. Все черные здесь. Работайте на меня. Негр. Я на расистка еще. Да-да-да. Там сейчас еще это упадет. Вот это. То, что падает. Ну, потому что там подстав. Доставай. Не кричи. Чёрная. Дай я вот эту вытащу, подожди. Да, тяжелая, странно. Странно. Сама схватилась. Взялся за... Дай вот эту штуку я вытащу. Что это? Это специальная штучка для... Не надо. Для этих... Для рубашки, для чего? Для рукавов? Я не знаю, у меня никогда не было этой штучки. Ты в правильном направлении. Угу, давай. Ты сможешь, сынок. Ага. Так и будешь гладить. Это серферская доска. Да. Какая? Серферская. Серферская. Ну давай ты ее не сломаешь, а откроешь. Повыше сделаю. Нет. Нет? Ну и надо вот здесь просто. Подними. Вот это подними. Только сильно. Ну все, хватит. По устойчивости нормально? Нормально. На ней сидеть нельзя, если что. А это чтобы шнур не мешал. Там еще розеточка. Не надо. А что, кто подарил? Что за шнур? Она сама пришла. Что за шнур тебе это подарил? Прикольно, смотрите, как классно. Техника. А что за шнур? Тут это включать, там розетка есть. Чтобы не к розетке ходить, а ее в розетку включить. А вот это ты типа... А это в розетку. А в чем прикол? Ну, А вдруг типа у тебя... Да, розетка далеко. Короче, вот эта полочка. Прикольно, можно все отглаженное сюда. А, здесь вот эти защелочки. Вот они стоят. Замочек можно повыше. Тут есть вот эта штука для провода и розетка. У меня не было такой ни разу. Это сюда ставить утюжочек. Вот куда ее вопрос, куда ее саму ставить? О, а что она? Куда ее саму ставить? Непонятно. Ткань, конечно, знаете, как будто бязь, и уже такая старая бязь. Тут он на ней поспал. Ну, какими-то катышками, как будто бы. Или может это так? Просто она выглядит. Фэншуй. В общем, можно будет сейчас погладить тюль, испытать шедевр. Опробовала красоточку нашу новенькую. Очень удобно, очень классно на ней гладить. Теперь осталось найти место, где она будет у меня стоять. И смотрите, наша квартира превратилась, та-дам! В самую уютнейшую квартиру. Вот это не смотрим. Я завтра со второй смены. Я уже рассказывала. И мы, знаете, какой мультик смотрите? Смотрим. Вы не поверите, это Аленин любимый мультфильм. Кто угадает? Мишки Гамми. Офигенный мультик. У нас было 2 диска. Мы смотрели, когда Алена была маленькая. Маленькая, обожала. И мы сейчас что-то начали воспоминания. У нас какой-то сегодня вечер. Мы с Аленой тут разговоры пока разговаривали. И это... Да, и вспоминали про мультики. Я, кстати, убрала все с балкона, остались только куртки. Я сейчас посмотрю, если у меня есть пакеты. Я, наверное, запихаю. Варькин точно. Вот я не знаю, если я выбросила пылесос, то мне нечем будет из вакуумных пакетов вытягивать. Будет очень весело. А я его выкинула.
Потому что он у меня вообще не работал. Я думаю, нафига он мне нужен? Да, его нету. Так что надо уносить туда и убирать их. Они меня раздражают, что они там висят. Мне хочется, чтобы балкон был чистенький. Сразу столько света. Но сейчас уже, конечно, темно. Темнеет. И поэтому не так много. А так прям сразу все окна. Красота. Я собой довольна. Я молодец. Очень классно гладить на гладильной доске, не на полу. Или на кровати. Все. Все дела сделаны. Кто-то доучивает биологию в ТикТоке. Кто-то пошел мыться. Я довольна вот этой штукой. Собрала. Мы что тут поделали? Мы смотрели Мишки Гамми. Я помыла посуду, все убрала. И собираемся спать. Варварка пошла мыться. Поэтому мы будем прощаться. Ты чё? Фонтан воды изо рта просто. Поставь там смайлик, когда я кашляла. Спасибо. Алло, на заднем плане это что-то. Всем спокойной ночи. И всем пока-пока за вас.